Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, как я обещала, в эти дни у нас будет чистки. Сильные чистки, которые я давно хотела подарить. И вот постепенно дарю вам. Эта чистка называется «Плакучий бес». У меня есть ритуал от депрессии. Можете посмотреть. Он очень эффективный и хороший, кстати говоря. И я там рассказываю о том, что согласно кавказской мифологии считалось, что в человека вселяется плакучий бес, то есть демон низкого уровня, низкого ранга, у которого в основном предназначение запугивать, причинять боль, страдания и прочее. И вот этот плакучий бес, он как бы доводит человека до исступления, доводит до душевной моральной подавленности. Но там был заговор от депрессии. Здесь чистка. Чистка вашего разума. Зачастую наша боль прошлого, пережитые нами страшные события в жизни, не дают нам жить по новой. Они останавливают нас. Они внутри вселяют страх перед будущим. И мы не можем найти себе место, мы не можем поверить в лучшее. У нас внутренние страхи, фобии и прочее. Кроме всего прочего, все, что нам причиняет вокруг, это все, скажем так, не способствует нашему развитию как в жизни, да, в нашей в судьбе. Чем больше мы воспринимаем со всех сторон нападки в свою сторону, тем больше ослабеваем мы энергетически. И, естественно, наши враги постепенно начинают внедряться вот этой черной энергии в наш разум. Считается, что из этой черной массы энергии, которая идет на человека, образуются и рождаются, и создаются некие сущности, которых называют плакучие бесы. И в конце концов эти плакучие бесы человека доводят до отчаяния. Например, человека достают на работе, идет, пишет заявление, уходит, потому что нет силы больше бороться. Например, человека целенаправленно травят, да, он может замкнуться в себе, у него может начаться неуверенность, депрессия. Даже у сильного человека бывают моменты, когда отчаяние, опускаются руки. Это чистка вашего разума, вашего подсознания. Это как убрать ту черную энергию, которую направляют на вас, и вернуть обратно. Вот практически одно и то же. Это очищает и ваш разум, и вашу душу, и страхи убирает, и фобии убирает, и так далее. И возвращает все вашим врагам. То есть депрессия начинается у них. Они вам пожелали что-то, вы приняли это за свой счет, да? То есть на свой счет, извиняюсь, неправильно сказал. И у вас начинается, естественно, пожалуйста. Прилетели мои помощнички. Да. И у вас начинается неуверенность, у вас начинается внутренняя трясучка, боль и прочее. Вы эту энергию, которая на вас насылается, собираете с разума, сердца, с души и отправляете обратно. И оно все идет обратно. То есть к тем людям, которые это пожелали, идет в их жизнь. Это одно и то же состояние у них уже начинается. Но чем интересен этот ритуал? И почему я назвала плакучий бес? Дорогие люди, потому что вы будете плакать и рыдать. И поэтому вам нужно провести в одиночестве, чтобы над вами не смеялись. Вот этим рыданием, этим плачем у вас будет выходить все плохое, что внутри вас поселилось. Все эти сглазы, порчи, ненависть по отношению к вам, злость ваша, внутренние страхи, все эти жуткие сны, все эти детские фобии, пережитые вами и так далее. Оно все собирается воедино и начинает выходить с вас. И вы начнете рыдать.
Я здесь рыдать не буду, во-первых, потому что я вас сейчас обучаю только, да, показываю. И во-вторых, потому что начинается рыдание уже с третьего чтения. Вам нужно 6 восковых свечей. Это раз. Вам нужна банка или какая-нибудь емкость с воды, которую вы потом выкинете. Вам нужна соль, потому что соль, он всегда связан со слезами, и, кроме всего прочего, это очищающий кристалл. Дальше. Черная материя. Вот кусок материи. Можно старую рубашку свою. Ну, старую вещь, которую вам не жалко выкинуть. И нужно будет 3 пятака. Значит, вы должны соль посыпать сюда. Вот сколько здесь есть. Воду. Читайте. Воском капаете туда. Будет черный воск, если у вас много на вас с глаза всякой гадости. Это, с одной стороны, выливание воском, скажем так, который просто так сам по себе эффекта не даст, дорогие друзья. Это всего лишь кустарный метод, самый такой простой, обычный. Так сверху, знаете, слегка снять черную такую энергетику с человека. Но если сделать с ритуалом, сильным ритуалом, еще и с заговором, еще и со словами такими сильными, естественно, эффект будет очень сильный. Итак, значит, 6 свечей, вода, соль, которую вы сюда должны посыпать, ну, практически все. Значит, черная материя, 3 пятака. Когда вы накапали сюда свечу, в общем, воск, все 6 свечей, вы начнете рыдать, вы начнете плакать. С 3-го раза уже начнете плакать. Может, с 1-го, смотря у кого насколько сильно внутри. У вас со слезами, у вас вот с этим всем состоянием будет выходить этот плакучий бес. Тот, который пришел, чтобы вас ввести в отчаяние, чтобы вас, скажем так, подавить вашу волю и желание жить. Вы не представляете, это такая жуткая энергия, которая давит на вашу душу и подсознание, действительно мешает жить. И когда он уйдет, и у вас эта энергия освободится, такое будет ощущение, как будто у вас глаза открылись на мир. Вы будете удивляться, чего вы этого боялись, чего вы того боялись, почему вы не решались вот это сделать. Понимаете, человек иногда удивляется. Я помню, когда люди приходили, и с них снимала, они говорили: Инга, я не могу представить, как же я столько лет с этим грузом жил. Я вообще, мне так легко, они удивлялись. Вот то же самое будет у вас. Периодически это повторяйте. Не очень часто, но можете раз в месяц очищайте, а потом уже, когда этот плакучий бес поймет, что вы энергетически сильные, не сможет в вас внедриться больше, вот тогда у вас будет все хорошо. Но иногда повторяйте, потому что все эти посылы, мысли, ненависть, я уже говорила, зависть, это все образует некую энергетику, которая внедряется помимо вашей воли. Какой бы вы ни были сильный человек, он все равно внутри оседает, понимаете? Это вот обиды, боль, разочарование, вот, значит, незаслуженные гадости вам сделанные, да, предательство друзей, там, близких и так далее. И вот это все накапливается внутри, потом начинает давить на вашу психику. Вы даже не замечаете, почему у вас дела не идут, а потому что вокруг вас образовалась эта жуткая вот энергетика. И со слезами очистится из сердца, с души, с разума уйдет это все. После, когда вы накапали все 6 свечей, зарыдали и заплакали прямо от души, значит, вытаскиваете вот этот воск, сюда кидаете, 3 монеты бросаете сюда, завязываете в узелок. Воду выливайте в раковину и говорите: унеси с собой всю скверну в море, смой. Я вам скажу, что надо делать. Банку можете выкинуть в мусорку, а вот это вот, значит, все, что собрали воедино, этот воск и прочее с этими 3 пятаками, нужно на перекресток. Именно на перекресток. Можете под вечер сделать, когда людей нету, но перекресток, где люди ходят, а то не автомобильный, дорогие люди, в автомобильный перекресток особо не выйдешь, и там особые движения не сделаешь. Потом иногда задаете глупые вопросы, ну вот реально,
Как вы представляете автомобильный перекресток, где постоянное движение? Естественно, перекресток, где люди ходят. Или лесной перекресток, если у вас есть. Вот прям оставьте, вот, не оглядываясь. Положили и ушли. Начнем. Сейчас будет, наверное, треск жуткий, я уверена, потому что сколько у меня зависти, то есть на мне. Господи, не у меня ее нету. Заработалась я сегодня. Так, вот так. Подождите, вот так сделаем. Ладно. Чуть-чуть еще ближе, наверное, или дальше, как лучше. Вот, чтобы вы видели. Будет гаснуть, зажигайте снова. Ничего страшного. Одну свечу оставьте на всякий, чтобы оттуда зажигать. Бес плакучий. Ты влез в мои мысли. Съедаешь мой разум, мое сердце. Выпиваешь мою силу. Изыди, плакучий бес, всеми кривдами, страхами из разума моего, из сердца моего, из моей души. Из мыслей моих, злой дух, пришедший из ниоткуда, уйди в никуда. Боль, отчаяние, страхи и переполохи. Вселитесь в воск. Через воск идите в воду. Вода в океан, а вы следом. Плакучий бес, плачь, реви, рыдай, и меня навек покидай. Всю боль души тебе отдаю, все муки дарю тебе. Паскудная боль, покинь мою душу, мрачная мысль, уберись с разума, очищайся сердце, очищайся мысль. Боль уходит. Рыдай, плакучий бес, рыдай, волосы рви, бейся об камни. Муки души, суетные страсти, картины прошлого, страхи, подсознание, причиненная боль, маята, суета, переполохи, воедино соберись и разом сгинь. Через воду в огонь, через огонь в океан. Замок моим словам, сила моему разуму. Радость моей душе, покой моему сердцу. Истинно заклято. Глаза слезятся, но плакать не буду. О, легче стало. Аж. Фу. Голова была тяжелая. Чуть-чуть зашатала. Нормально. Потом берете этот воск, кидайте сюда. 3 пятака. Если вы живете в стране, где этого нет, где вообще нету денежного такого, то есть мелочи не существует, значит, просто воск кидайте, унесите. Если существует хоть какие-нибудь мелочи, возьмите там, где есть цифра 5. 50, 500, то есть цифра 5 должна быть, если у вас пятаков нету. Ой. Пользуйтесь во благо.